Я сделал робота для самого сложного задания в мире по робототехнике за 24 часа. Если у меня получится, то я покупаю билеты в Сингапур на мировой этап ВРО, который является Олимпийскими играми в мире робототехники. В этом году робот должен построить ракету. Закрыть люк, открыть люк, распознать индикаторы, повернуть полезную нагрузку, привести полезную нагрузку, поднять флаги, отсортировать болты, привести болты, построить нос ракеты. На это все у робота есть 2 минуты, а у меня 24 часа. 8 октября вышло дополнительное задание, которое повергло в шок всю аудиторию ВРО. Черт возьми, старшая задача – это задница удачи всем участникам в Сингапуре. Вот точно, просто прочитайте. Это безумие. Слишком много рандомизации. Удачи вам всем! Я думаю, что старший гораздо более злокачественный. Задание реально сложное, но очень сильно облегчает мои компоненты Бригадам. Я сделал невероятные драйвера моторов, датчики линий, цвета и движения. И их уже можно купить и поставить на своего робота. В этом ролике я буду использовать именно их, так что подписывайтесь на телеграм-канал, чтобы не пропустить новинки и быть в курсе всех новостей. Так, приступаю к моделированию, накидал тут все быстро. Решил не все не записывать, заняло бы где-то часа 3 это делал. Ну вот, краткая выжимка, ничего тут сложного нет, просто так сделал. Все двигается, можно уже посмотреть на этапе создания в компьютере, как все будет. Если все компоненты правильного размера, то в реальной жизни все будет и так же двигаться. Ну все, сейчас уже надо печатать. Все, сохраняю уже STL файл и буду моделировать. Ой, печатать. Совсем забыл поддержки, хорошо, что мне напомнили, то сейчас бы получил бы лапшу, а не корпус. Все, принтер уже печатает. Давай, бамбулап. 5 часов 22 минуты. Офигеть. Так, все компоненты, которые будут на платье, я уже расположил на этом коврике. Ну и сейчас начну паять. Начну я с припайки контактов к Arduino Mega. Так, отлично, я спаял ножки у Arduino. Можно вот так извлекать, так рассоединяется. Стабик уже стоит. Буду паять мотор-драйвер, а затем уже и коннекторы. Так, припаял я все коннекторы. Так, спаял я уже всю эту питание, все. Сейчас пробую ткнуть Arduino и запятая, проверю, все ли работает, светится. Вот такая Arduino. И запятаю сейчас от блока питания. Подключаю провода, пока все в тестовом режиме. Это плюс, это минус. Так. И ура, Arduino светится. Все спаяно верно. Теперь я буду сейчас все подсоединять, все эти пины. Пинов тут очень много. Но хорошо, что большинство датчиков по I2C это очень облегчает задачу. Так как I2C работает на 2 проводах. SDA, SCL. Так, уже почти напечаталось. О, да. Это просто монстр. Сейчас положу остывать, потому что на горячую отрывать нежелательно для такого стола. Все, ждем. Так, наконец-то остыло. И можно снимать. Ребят, то, что получилось, это просто, я не знаю, взрыв мозгов. Посмотрите на это. Это просто как будто не в реальной жизни находится. Фух, наконец-то допечаталось. Получились какие-то небоскребы. Но на самом деле это просто формы для силикона. Так, сейчас я буду заниматься выливанием силикона. Принтер печатал и отвалилась поддержка. Сейчас пробую вернуть эту поддержку на место. Попытаюсь, по крайней мере. А, нет. Немножко не получилось. Ладно, сейчас еще раз попробуем. Сделаю вот так. И вот так.
Давайте еще раз. Да, получилось, все приклеилось. Поддержка восстановлена. Так что берите себя на заметку. Если что-то не получилось, можно восстановить. Короче, наконец-то я допаял эту плату. Тоже можно назвать блоком, типа как у Спайка или Ева 3. Сейчас я проверю его на работоспособность, просто подключу датчики и посмотрю, светятся ли они или нет. Первый порт у нее идет, это питание, второй я сделал, что это ключ. А за ключом уже идет вольтметр. Вот так выглядит вольтметр, просто циферблат с 3 цифрами, которые показывают напряжение. Теперь подключу питание. Главное не перепутать местами плюс-минус, это будет не очень. И запускаю. Ура! Все работает. Так, вольтметр не той стороной. Теперь можно повтыкать датчики. Воткну я пока 3 датчика цвета. Подключаю. Они работают по этой оси, можно подключать куда угодно, в любой порт. Ничего от этого не поменяется, потому что в каждом датчике уже есть свой адрес. И просто в программе пишите, какой адрес мне считывать. Так работает I2C шина, очень удобно. Также подключу Motion Sensor. Он отвечает за движение, он умеет ездить ровно по углу, поворачиваться, ехать прямо по углу. Короче, все светится. Датчик определяет цвет. У него есть фишка такая, индикатор. Сразу можно видеть цвет. Это очень удобно, когда делаете робота. Не знаете, как поставить датчик под каким углом. Просто ставите и уже наглядно видите, где хорошо считывает, где плохо. Где и не считывает, можно будет считать по HSV. Это уже программа все решается. Ладно, продолжу подключать. Подключу еще один датчик цвета. Например, вот сюда. Все, он тоже загорелся, уже 2 горит. Подключу 3. Например, вот сюда. Тоже загорелся, уже вон 3 горит. Можно подключать до 20 датчиков. Менять адреса прям на этих датчиках программно. Все меняется. Включу сейчас Motion Sensor. Он должен загореться просто зеленым. Зеленый сюда идет, означает, что уже все работает, все правильно подключено. У него есть такой вот тумблер тут. Можно менять адрес I2C. Ну, то есть можно... Доступно всего 2 адреса. Ну, в принципе, на робота больше одного датчика ставить смысла нет. Motion Sensor. Короче, все работает. Вот такая вот получилась схема. Пока выглядит, как, не знаю, какие-то мозги. Прошло некоторое количество часов, уже не помню. Будем проверять силикон. Как вы видите, он застыл. Диски уже распечатались. Сейчас я вытащу вот эту шину и уже надену на колеса. И посмотрим, что выйдет. Цвет получился просто бомбезный. Смотрите, это, я не знаю, как будто RGB 000. Очень черный цвет. Вот так подели. Из-за того, что принтер печатает по слоям, просто так слой поймали и тянете. Вот эту силиконовую форму я сделал по диаметру меньше, чем диск, чтобы оно так натянулось прям и не соскальзывало. О, вытаскивается все. Очень мягко, сцепление у нее, я не знаю, просто безумное. Ладно, потом этим займусь. Попробую натянуть на диск и посмотрю, что получилось. Колесо вообще не проскальзывает, вот я пытаюсь, просто не знаю. Коэффициент μ бесконечность у этого колеса. Сейчас я буду заниматься впайкой гаек в этот корпус. В этом корпусе есть вот такие вот углубления, и вот в них должны быть гаечки. Вот такие вплавляемые гаечки. Они золотого цвета такого. Как их вплавлять? Можно вплавлять обычным паяльником с любым жалом, ну, чтобы главное проходила гаечка в это жало. Можно, но удобнее купить вот такое специальное жало для вплавляемых гаечек. С ним гораздо удобнее. Сейчас я покажу, как происходит процесс. Температура должна быть выше температуры плавления вашего пластика. Берете паяльник и кладете в жало. Все, теперь гайка нагревается. Теперь эту всю конструкцию надо плавить в ваш корпус. И давим. Пытаемся делать это все перпендикулярно. Все, так дошли. И теперь надо чем-то ровным прижать. Вот так, чтобы поверхность была ровная, ничего не выступало.
Ну и все, в принципе, получилось. А так надо проделать со всеми отверстиями. Здесь их довольно-таки много. Мне безумно нравится использовать эти гайки. Так, я совсем забыл, надо еще вставить клипсы для батареек, аккумуляторов. Вот сюда. Это тоже очень классно происходит. Вот такие вот клипсы для батареек. Можно использовать готовые аккумуляторные боксы, но они какие-то все стрёмные и почему-то убивают аккумуляторы. После того, как попользуетесь ими, ваши аккумы будут просто, не знаю, как будто их собака погрызла. Вот, смотрите, беру. И вот так вот, чик-чик-чик. Сюда можно уже втыкать аккумы. Сейчас с другой стороны. Правда, надо спаять правильно. У меня будет два аккума, спаяю их последовательно, и у меня напряжение сложится. Вот аккум, беру, оп, и вставил. Короче, вот так получается. И даже не видно, где у вас батарейки. Они как бы есть и стоят в очень правильном месте. Очень низко к полу. Сейчас она еще не напечаталась. Вот тут такая будет палочка, которая закрывает батарейки. Короче, напечатался этот второй этаж. Сейчас буду доставать. Ого! Вот такая вот штука. Все, он отделился. Вот это спасательная поддержка. Вот эти отверстия по 2,5 мм. Я буду закручивать винты 3 мм, так что мне надо будет просверлить. Воспользуюсь я шуруповертом. Пыль от текстилита очень мелкая, и дышать ей лучше не надо. Закручиваю винтики. Сильно затягивать не надо, это все-таки пластик. Ну все, получилось колесо на моторе. Теперь повторяем также аналогично со вторым. Когда вы крутите, например, как у меня в этой ситуации, 4 вот так винтика по углам квадрата, лучше сначала прикрутить по диагонали, избежите какого-либо перекоса. Закручиваю датчик линии спереди, как стаб получается. Закрутил. Вот так он стоит. Так, следующее, что я сделаю, сейчас буду прикручивать пассивные колеса. Сильно не затягиваем, это все-таки пластик. То, что вы сильно затянете, прочности не прибавится. Ну все, робот уже катается на пассивных колесах. Чтобы поставить мотор, надо взять мотор и вот такую прижимную клипсу. Она надевается прямо на мотор сверху. Он уже катается. Это просто бомбезно. Смотрите, я собрал, робот немножко туда-сюда делает. Это так и должно быть. Это абсолютно правильно. Ну и короче, вот такой красавчик уже получается. Это еще он без платы, без второго этажа, без... Он даже без захвата. Это просто тележка, но она уже выглядит просто безумно. Зацените. Все подключено. Паяльный фен. Да можно и даже фен для волос. Включаем его. И что надо сделать? Смотрите. Нагреваем провод. Когда провод нагревается, он размягчается, немножко подплавливается, и ему можно придать нужную форму. Чем я сейчас и займусь. Все, длинного этого провода торчащего больше нет. Я его вот такой формы изогнул. Ну все, короче, я причесал этого робота. Все, больше ничего не торчит. Так, включаю и... Ура, все заработало. Ой, я сейчас просто поем. Шел коктейль и нереальная пицца. Чик-чик-чик. О, это терияки. А снизу тогда что? Бургер пицца. Вот такой четкий робот. И вот такая четкая пицца. Ребят, короче, допечатался этот центр управления. Сюда сейчас будет крепиться экран и кнопки. На улице, кстати, уже стемнело. Уже реально темно. Надо уже все собирать и программировать уже быстрее. А это детали уже второго этажа. Тут вот такой сделал центр управления. Тут кнопочки, вот это крутится вообще. Кнопочка нажимается. Вот, смотрите. Короче, это какая-то вообще ситуация. Все, что получилось, сейчас покажу. Это позорная езда по регулятору Ж, какому-то Г. Короче, я нашел выход из ситуации. Я сейчас просто наберу Диме. Ладно, где мой там телефон? Я сейчас буду звонить ему. Короче, все уже распечаталось. Буду сейчас собирать второй этаж. Так, сначала я начну сборки вот таких кулачков. Они держат кубик в корзине. Все, вот так получается. Никаких смещений здесь нет. Сидит просто. Двигается только вот это, по вот этой оси, где винт. По другим вообще не изгибается. Теперь я прикручу сервы. И прикручиваю его к серве. Получилась вот такая передняя часть с захватом.
Как можете заметить, клешни друг от друга независимые. И можно даже как-то вот так брать. Так, остается прикрутить датчики цвета. Все, датчики цвета уже под захватом. Получилось очень довольно-таки крепко. Реально очень крепко получилось. И да, они горят. И уже он определяет цвет. Красный. Да, у меня палец красный. Ну, вот так вот. Заехал, получается, да, так. Чик, опустил. И все, отлично. Кубики держатся. Шток горит красным. Синий горит. Желтый. И зеленый. Просто офигенно. Ну все, вот так он стоит идеально. Сейчас врублю, и он засветится зеленым. Да, просто кайф. Все, Дима уже сел за комп, программирует, смотрите, уже код пишет. Сейчас надо будет выставить нули у серв, чтобы все было ровненько, четко. Дима уже написал ПД, но я думаю, надо с коэффициентами поиграться. А, кстати, мега фишка, он умеет ездить назад, потому что у него есть датчики сзади. О, уже дописалась рамка. Сейчас уже прикручу ее. Просто вот так вставляю, все аналогично, как захват делал. Чик-чик-чик, закрутил. Чик. И вот так вот будет. Ладно, допустим, вот так подъехали. Пусть у меня самая быстрая остановка. Я просто так делаю. О, четко. Ага. Потом О, что ты так быстро сделал? называемое положение open. Не, четко. Так, уже делаем первый прогресс. Саша, ну, зависит с лором, уже спит. Кимарит. Такой сонный. Короче, сейчас приснился сон, что получилось сделать робота, и я еду в Сингапур. Точно был правдивый сон. Я иду продолжать делать. Так, написали уже, вы со старта считали payload, считали эти индикаторы, уже код. Как раз уже Дима подходит. Сейчас он продолжит запрограммировать, сделать вот эту штучку. Как раз он уже подходит. Так, тут у нас уже допечатываются детали, я сейчас прикручу. И как раз Дима уже протестит, и как раз он уже подходит. Бам, синий, зеленый, желтый. Сам задвинул, сам подвинул. Вы что, заметил нереальную штуку, смотрите. Желтый, красный, синий и зеленый. Это просто, не знаю, это просто датчик разнос. Саша, а что мне с этой рамкой делать? А как я флаги ей сделаю? Слушай, да уже ничем. W. О, это идея. Какая идея? Новая рамка. Новая рамка. Оперативно я все поменял, смотрите. Теперь вот такие есть засечки, не знаю, глазики. Теперь делает 10 из 10 payload, ой, флаги. Функция Send to Sensor. Сюда пишу адрес, который я хочу, чтобы был. У меня логика такая. Датчики идут по порядку. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, соответственно, 41, 42 и так далее. Загружаю скетч. Теперь я включаю робота. Все, он помигал зеленым. Значит, смена адреса прошла успешно. Это не единственное, что можно отправлять датчику. Датчику также можно отправить режим, и он поменяется. Всего у датчиков 4 режима. Это режим, когда отключен светодиод, режим показа 4 основных цветов: желтого, зеленого, синего и красного. Режим с 6 цветами, то есть к тем, которым я сказал, добавляются еще белый и черный. А также мой любимый режим True Color, истинный цвет. Датчики мне очень зашли, они отличают цвета на каких-то просто невероятных расстояниях. Вот желтый и красный, ну так хай-тек бьет. Просто без комментариев. Красный то же самое. Самое интересное, что он отличает любой цвет в упор. Мне очень понравился вот этот датчик, я его стал активно использовать. После каждого стоп-мотора, ну почти после каждого, я делаю выравнивание по этому датчику, и он всегда стоит ровно. То есть там, где он должен был стоять, после стоп-моторов его никак не скашивает. Даже если бы его скосило, он просто берет и выравнивается. Это просто супер.
Респект Бригадаму за такой motion сенсор. Класс. Но он считал бы синий. Времени остается реально уже в обрез. Я очень устал. Саша меня вызвал сюда ночью, блин. Сколько у меня времени, Саша? Минут 10. Нормально. Ну, Забыл закрыть. О! видал? А чё он по линии? А зачем ехать по линии, если у него есть бортик? Давай так. О. А чё у него по времени вообще? Сколько сек? Слушай, ну по моим прикидкам где-то 78-80 будет обычная расстановка, и долгая будет секунд 85, наверное. Почему так долго? В смысле долго, Саша, ты вообще в курсе, что тут новые правила, что теперь все надо считывать? Все быстрые роботы, они просто отлетают. У нас тут стоят 2 датчика. Раз, все, считал, что хочешь. Перемешивайте, ребят, как хотите. Хотите, можете хоть черный добавить. Да, ребят, можете мадженту добавить, можете оранжевый добавить. Там цвет морской волны, там dark bluish grey. Все, что хотите, они все отличают. Вот этот датчик, он реально имба. Поворачиваюсь, повернул криво, не криво, да вообще все равно, раз он подравнивает криво. Моторы обыкновенные, не знаю, из зубной щетки просто. Моторы 300 РПМ хватает вообще с головой, гоняется как угорелый. Ребят, то, что получилось, это просто взрыв мозгов. Робот получился суперским, а компоненты показали свою работоспособность на все 100%. И я успел это сделать за 24 часа, так что я лечу в Сингапур. И если вы заинтересованы в покупке этих компонентов, оформляйте заказ на brigadam.com, и я специально для вас смогу их привезти на мировой этап в РО. Подписывайтесь на телеграм-канал. А всем спасибо за просмотр и всем пока. They talk a lot, they say a lot of what? They talk a lot, they say a lot of Очень громко. They say a lot, they talk a lot of nada. They ain't saying much, ain't talking nada. I could give a bitch some time,